На протяжении последних нескольких веков человечество непрерывно развивало свои технологии, и с каждым новым открытием перед людьми открывались горизонты, полные удивительных, порой необъяснимых явлений. Инновации и достижения в научной и технической сферах порождали не только восхищение, но и множество вопросов. Исследователи и ученые стремились понять и объяснить эти загадочные факты, исследуя их и пытаясь решать возникающие проблемы, а также извлекать полезное. Однако стоит отметить, что достижения в этом направлении не всегда приходили легко и гладко. Успехи далеко не всегда сопутствовали им с первой попытки. Эта занимательная история начинается в начале прошлого века. В центре повествования находится мужчина, который проживал в живописном, но безжизненном районе штата Невада. Поняв, что для ведения своего фермерского хозяйства ему необходимо активно заниматься сельским хозяйством, он столкнулся с серьезными трудностями. Сухая и пустынная местность оказалась неприветливой, и найти источник пресной воды на таком месте казалось почти невозможным. Все попытки подобрать подходящее место для водозабора были тщетными, и вскоре он понял, что без воды его мечта о процветающем фермерском бизнесе не может сбыться. В поисках решения, чтобы обеспечить себя и свою семью необходимым, мужчина решил бурить скважину. Но, к его большому удивлению, он совершенно не знал, на какой глубине ему следует искать водоносный слой. С проводимой работой ему удалось выполнить большой объем бурительных работ, но вскоре он столкнулся с новой проблемой. Его усилия не увенчались успехом, и в конечном итоге ему удалось найти воду. Но это была горячая вода с температурой, достигающей удивительных 150 градусов по Цельсию. Это удивительное открытие лишь больше запутало ситуацию. Несмотря на всю сложность, фермер не собирался сдаваться. Он продолжил бурение, полон надежд на то, что удастся найти холодные водные источники. Однако, постепенно осознавая, что такие условия крайне сложные и не способствуют получению положительных результатов, он все же принял решение оставить свою затею и больше никогда не возвращался к ней. Хотя фермер продолжал вести свое хозяйство, его работа никогда не достигла потрясающих масштабов, которые он изначально планировал. Он научился адаптироваться к условиям, которые ему поставила жизнь. И хотя его хозяйство и сдерживало его амбиции, он не забывал о своих надеждах. Прошло примерно 6 десятилетий, прежде чем на этом же месте, на территории старой фермы, новые владельцы решили опробовать свои силы в аналогичной затее. Они пришли к выводу, что у них есть полное понимание неудач своего предшественника, и разумно решили, что им необходимо использовать современные специализированные бурильные машины, чтобы иметь шанс на успех. Когда работы начались, они, как оказалось, столкнулись с тем, что даже самая передовая техника своего времени не смогла справиться с буйной и агрессивной средой, в которой ей предстояло работать. Тем не менее, фермерам удалось добиться большего результата, чем у их предшественника. Вода, до которой им удалось добраться, начала пульсировать и под давлением стремительно пробивалась к поверхности. В результате в этом месте родился горячий гейзер, и ландшафт вокруг него стал постепенно меняться. Хотя процесс этот был медленным, он стал непрерывным, и каждый день приносил новые изменения. Таким образом, началась невероятная история появления и формирования гейзера Флай, который стал знаковым местом и привлекает тысячи туристов, приезжающих сюда не только из всех уголков Америки, но и со всего мира. Этот гейзер расположился в безводной пустыне штата Невада и стал результатом совместной и зачастую трудной работы человека и природы. Однако его уникальность заключается не только в появлении после последнего бурения. Мощная бурильная установка
очевидно, нарушило геологические пласты, и постепенно водный поток начал просачиваться наружу. Спустя несколько лет воды наполнили гейзер, и он начал набирать впечатляющую высоту, нередко превышая ожидаемые цифры. Но это еще не все. Самое поразительное, что происходит с гейзером, это то, что вокруг него непрерывно образуется твердый пласт, который принято называть наростом. Этот нарост, возвышающийся над пустыней, имеет причудливую форму, и его поверхность переливается множеством различных цветов. Сверху можно увидеть струю воды, а на самом деле в самом гейзере расположены 3 струи, и эта особенность является причиной появления 3 наростов, которые некоторое время растут. Они увеличиваются ежегодно благодаря тому, что вместе с водой из-под земли также проходят различные минералы и соединения. При выходе на поверхность эти вещества кристаллизируются и превращаются в твердые частицы. На сегодняшний день вес самого гейзера вместе с образовавшимся наростом составляет несколько тонн, а его окрас меняется в зависимости от времени года, погодных условий и даже от особенностей состава воды внутри. За такое разнообразие и яркость цветов отвечают цианобактерии, которые своим поведением создают уникальные условия для формирования внешнего вида и оформления этого природного чуда. Текущий момент характеризуется активным развитием биологической среды вокруг гейзера. Это место уже стало домом для нескольких видов рыб и птиц, что не только усиливает его колорит, но и добавляет атмосферу живописности в его облик. Интересно, что гейзер стал известным объектом туризма относительно недавно, всего в 2016 году. До этого момента о нем практически никто не знал за пределами близлежащих населенных пунктов. Эта удивительная история началась с того, как один из экскурсоводов, представлявший туристическую компанию, столкнулся в беседе с местными жителями, которые с интересом рассказали ему о гейзере. Любопытно, что это привлекло внимание мужчины, и он сразу же поспешил навстречу с природным феноменом. Он не упустил возможности разобраться в загадке гейзера и почти сразу после этого начал сотрудничество с туроператорами, чтобы создать уникальные групповые экскурсии для желающих увидеть это чудо. Гейзер быстро завоевал популярность как среди американцев, так и среди иностранных туристов, которые стремятся увидеть это природное явление собственными глазами. На сегодняшний день загорелись желанием сюда приезжать множество людей, которые наслаждаются прекрасными панорамами и живописными видами на это невероятное природное творение, сотворенное одновременно руками человека и природой. Гейзер сегодня не только стал любимым местом для исследователей и любознательных туристов. Сюда приезжают и профессиональные фотографы, которые стремятся запечатлеть поразительные краски, окружающие данное место. Их работы восхищают и вдохновляют, а многим путешественникам удается увезти домой немало неповторимых и незабываемых воспоминаний о том, что они увидели. Это стало настоящей находкой для тех, кто ищет вдохновение в природе, желая показать окружающему миру уникальность и красоту этого места. Кому-то удается создать свои собственные сказочные истории о гейзере Флай, а кто-то просто стремится отдохнуть от повседневной жизни в окружении удивительных природных ландшафтов. В этом месте сочетается несхожесть научных древностей и живой природы, которые превращают этот ландшафт в настоящую картину чудес. Мы желаем вам хороших выходных, будьте здоровы и до новых встреч!